вон поля, здесь поезда проезжают, поэтому мы постоянно с лошадьми за ними присматриваем. Вставай. Домой пора. В основном утром папа выгоняет. Сейчас я уже работаю. Я с 9 до 6 вечера у меня работа. Я с работы приезжаю, например, чай попью и сразу уже еду лошадей пасти. Особенно, когда жара, я уже тороплюсь, потому что я знаю, мой папа постоянно пьет чай. Ему в первую очередь не еду, а чай нужно подавать. Вообще я папина дочка. Я всегда вместе с ним ездила хоть куда, и на лошади, и на мотоцикле. Там, когда мы лошадей искали, я постоянно с ним вместе ездила. В основном я много проводила времени с папой, чем с мамой. И мама всегда ругалась, что ругала папу за то, что он с собой меня всегда забирает, что это очень опасно, я могу упасть или еще что-то. Или мама ревновала тебя? Ну, возможно, ревность тоже есть. Я просто замечаю, когда я там обнимаю папу, мама смотрит с таким взглядом, типа, почему ты меня не обнимаешь или еще что-то. Или когда меня хвалят, говорят, типа, ты похожа на папу больше. И вот в такие моменты я замечаю. Вообще это не наши лошади, мы пасем лошадей в деревне. Там тоже наши лошади есть. Мы за оплату пасем их. Каждый месяц они платят. То есть это люди, да, скидываются? Да. Потому что они не могут сами ухаживать за ними, смотреть, так как у них работа. Есть люди, которые уже отсюда переехали, но, на согом они держат лошадей. И вот мы за ними присматриваем. Ну, трудности о том, что у нас вот везде посев почти. Нет, места мало, чтобы пасти лошадей. Вроде же много же, вон сколько. Ну, это так кажется, а потом уже трава заканчивается и мало места. Также еще коров пасут, баранов пасут. Также еще здесь постоянно поезд проезжает и могут сбить на поезде тоже. Риск есть, да? Да. И также еще воруют. В основном осенью, весной воруют, когда мы уже лошадей отпускаем. И мы только летом загоняем их, а все остальное время они уже на улице. Мы просто ездим, присматриваем за них. Иногда бывает, например, зимой, когда буран,
они могут потеряться там несколько дней, и в этот момент могут украсть, и нам приходится платить за голову. Например, если там потерялась кобыла, кобылу платить, там жеребенка платим. Также было тоже в соседнем селе где-то 33 головы, 30 голов украли. Там одна семья они пасли. Эта семья, не знаю, столько, может, 4 года или 5 лет они бесплатно почти работали. Кредиты брали, все родственники помогали им. Нет, никто не застрахован. Каждый сам за себя. Каждый отвечает головой. Бывали случаи, там, ну, я слышала так, я точно не знаю, когда крали лошадей, там, конюх приезжал один, говорят, что его там убили на улице. Чек. Молодец, Джунгли, молодец. Вообще в табуне нужно всегда менять жеребцов, а то они мелкие уже становятся. Нужно, чтобы кровь менялась. Поэтому те, кто выкупал у нас, или с тем, которым мы менялись, я иногда слышу то, что они там резали на согом, может, спустя год. Вот тогда я думаю, зачем мы поменялись с ними? Они, как бы не поняли. Надо было ездить на них, а не на согом пускать. Они не поняли талант этой лошади? Да, можно сказать так. Они не поняли талант этой лошади, что она могла бы служить им долго. Некоторые просто... Вот, например, мы ездим, нужно за ним ухаживать, а то они быстро могут похудеть. В такие моменты нужно им набирать силы. Некоторые этого не понимают. Например, если он вспотел, нужно пока седло не убирать, пока держать, пока остынет все тело. А то они могут заболеть, так же, как ему простудиться. А некоторые этого не понимают, им все равно. Но бывали моменты, когда там гоняли лошадь, отпускали, и они там замерзали, умирали зимой. Потому что вспотевшие отпускали их. Вот ты нам не показала, где дублировать. Мы не можем. Дублировать нужно правую кнопку нажать. На жерге басасыз. Здесь? Ага, он жағын. Вот дублировать деп тұрған. Все, поняла. Нажмите на нее. И все, уже бір жағын ашып қоясыз, мына жақтан істей бересіз. Так, мне не түсіндірейін деп. Ал. Посмотри, почему у меня здесь такой формат идет. Вот, не так, как обычно вот на этом листе, а вот такой вот подшит. Вы копировали, вставляли Да, или я скачали? я копировала. Из-за того, что копировали, так получилось. Сейчас. Так, вот это же вам не нужно использованные источники? Нет, это не надо. Вот это копировать сейчас. Сейчас попробуем другой мотовский. Мне очень грустно это видеть, потому что я знаю людей, которые отсюда уехали, они очень жалеют.
например, они хотят вернуться, но опять же, им главная работа, там, дорога. Вот в основном из-за дорог переезжают в город. Это самая основная проблема. Потому что им трудно, например, пожилым людям, они хотят почаще там видеться с детьми, а дети, например, работают в городе, поэтому они собирают своих родителей. И как от безвыходности они переезжают в город. Жили здесь Кручевы жили, Шнайдеровы жили, потом Тарала жили, и все уехали. Ну, из-за школы уехали, потому что школы не было здесь. 4 класса в Казанку возили, а потом школы не было здесь, и поэтому уехали все. Как сказать, жила здесь 8 лет, жила одна, потом муж приехал, мужа похоронила здесь. Ну и жила здесь, а потом дети звали меня в Байконур, чтобы я приехала туда. А я с Байконура не поехала, не поехала в Байконур туда. А потом, говорит, звали меня в Краснодар, дочка уехала в Краснодар с зятем. Звали меня туда тоже, в Краснодар. Но я говорю, нет, никуда я не поеду. Я здесь родилась, а здесь и жить буду. Так потихонечку. Ну, я ждала, что люди приедут все равно, приедут сюда, жить будут здесь. И поэтому, как сказать, ну, ждала людей, поэтому и жила здесь. Вот. Было такое время, когда поселки находились в упадочном состоянии. Многие директора говорили, что они их подняли с колен, ну, как пришли с нуля пришли. Но самое главное в поселке, я считаю так, не знаю, мое мнение, ну и в принципе, наверное, скорее всего, так оно и есть. Самое главное в поселке — это люди, рабочая сила. Вот мои красавцы стоят, последние уже. У нас тут все было в Телятах. Мы же с города приехали, мы и не знали, что так, ну как, в хозяйстве можно работать, что животные. Че, город, мегаполис. Там все бегают, никому дела ни до кого нету. Про какой город? В каком городе? В Таразе, мы с Тараза, с юга. Переехали, решили попробовать на земле. Что, живешь в городе, все это душно, пыльно, а здесь такая природа, воздух чистый. Красота. Особенно, не знаю, что молодежь там забыли. Надо вот ехать сюда. Здесь молодых вот не хватает. Работы много, перспективы хорошие. Вот, например, это хозяйство мне понравилось, быстро развивается. Быстро. Вот. Не было домов, пустырь был. Возвели в прошлом году дома, вот людей заселяют. Надо сюда ехать, не надо бояться. Я вот уже сколько раз говорю, люди посмотрят, боятся, условия там пока не те. Все же это постепенно будет, это же не все сразу. Потому что в ауле здесь есть все, что есть в городе.
Есть сельское хозяйство, есть интернет, есть городские условия, вода в доме, санузел в доме, все это в доме. Я думаю, что это решает очень много проблем. А то, что самое главное, появится интернет, сотовая связь, все, что нужно молодежи, это все есть. То есть мы сегодня видим онлайн обучение их, те или иные моменты, где необходим интернет. А мы это им даем, в принципе, не вижу разницы между аулом и городом. Да, нет театров, нет там остального чего-то, развлекательных центров, но есть хорошая природа. Из развлечений? Да как? Я не знаю. Молодежь кто где сейчас собирается. Я-то, в принципе, уже как бы это... Взрослый? Да, уже взрослый. Ну, когда младше был, что делал? Ой, все не перечислишь, что только не делал. Переезжать не думал? Нет, не думал. Вообще не думал. Почему? Да потому что деревня моя, у нас природа шикарная. Здесь был большой поселок. Где-то 100 с чем-то дворов было, наверное. Было, школа была здесь. Начальная школа была в Дангене. И средняя школа была, ну, как Союз развалился, видишь, школа закрылась, детей перестали возить в школу, и люди начали разъезжаться. Работы как таковой не было уже. С развалом Союза, видишь, все и прекратилось. Где-то в 2001, наверное, в 2002 году уже село как такового не было. В 1999 году я отсюда в армию ушел, село еще было. А в 2001 году, когда пришел, уже как такового села не было. А в 2004 оно вообще перестало существовать. Осталась одна баба Нина здесь жила, Репринцева. Она здесь 8 лет прожила практически одна. Получается, в 2012 году мы сюда приехали в 2011, и в 2012 мы уже начали здесь заниматься потихонечку. Ну, тогда, наверное, ее радости не было предела. Здесь было все. Здесь прошло наше то время, когда мы закалялись и становились кем-то. Единственная осталась проблема с интернетом, но сейчас в соседних селах поставили вышки Билайн, Всеволодов, Киев, Казанки. Я думаю, сейчас с запуском их у нас с интернетом здесь проблем не будет. Я не вижу такого, чтобы была у нас проблема с этим. Бүгін эффектпен түсіріп жатырмын, өйткені ұйқымда жатқан жоқ, сағат 2:30 ұйықтап 4-те тұрдым. Қазір пока жылқыда жүрмін, қазір үйге барып шай ішемін. Сосын сіздер менен фото, видео сұрап жатыр екенсіздер, мен қолым тимей жатыр жауап беруге. Қазір осы жерге телеграм ссылкасын қалдырамын, свайппен өте беріңіздер, сол жақтан жүктесеңіздер болады оригиналдарын. Ну, для меня интернет, благодаря интернету я стала, ну, как сказать, знаменитой. Многие узнают уже меня. Но для меня это не так сильно важно, чтобы я стала популярной. Я даже когда по телевизору видела, когда про меня показывали, я была очень рада, что я смогла показать свое село, свою область, свою природу, красивую природу. Я с зимы начала об этом мечтать. Если вдруг меня будут показывать по телевизору, пускай меня будут узнавать не как блогер или там то, что я умею на лошади кататься, там на мотоцикле ездить, а то, что у нас здесь природа красивая. Потому что многие не знают. Они не знают, что у нас столько много деревьев, озер много, что мы разговариваем, мы умеем говорить чисто на казахском языке, и что мы не забыли свои традиции. Вот это главная цель моя была, чтобы стать популярным в интернете и показать это.
Нет, без интернета я уже свою жизнь не представляю, потому что все доступно сейчас через интернет. Это очень легко, не занимает много времени. Я даже не представляла, что моя жизнь так поменяется, что многим будет интересна сельская жизнь, потому что до этого я абсолютно так не думала. Ана суда моншаға аударып тастайын, иә? Сосын аттарды тастау керек. Ерболат ағамкін ұстайтын шығар. Қимайды әкесін. Балалар өсіп кетті бар, өздерінің семьялары бар олардың. Әкесін ғана сен де қимай болма. Соны жүріп атқан ақырында ауылда. Тұрмызын жанымызға. Мама қызғанады ма? Қызғанады. Атаны шақтап атсам, қарайды сразу. Мен неге шақтамайсың деп. Бір-бірінен қызғанып жүреді. Видео. Это папа, мама. Я на домбре играю. Эта домбра все еще есть у нас дома. Так, это мы в городе с папой. Я здесь уже училась в 1 или во 2 классе. Здесь моя сестра родная, и вот я стою. Это мне папа такую прическу делал. Здесь тоже это папа мне стриг волосы. Здесь тоже наша семья. Каждый раз их за водой ездишь? Да. Тут вода привозная получается? Нет, центральная. А это как? Ну, получается, с колонки выдают. Каждый месяц платим за воду. В понедельник отдыхают. Вот с 3. Сейчас сколько времени? С 3 до 5 дают воду. А если не успел взять, то остался без воды? Ты останешься, да. А вода у нас вкусная. Алдында да что-то болған жоқ, иә, напор? Напор жоқ, что-то. Мен өзі келе қоймаймын ғой жұмыста. Сосын андай жігіттер бар, ухаживать етеді, іліп береді қазір. Құйып береді. Ашайын ба мынаны? Анаған қоя қой, ананы. Енді іліп бересің, конечно. Апарып берсең де болады. Төлеу жоқ. Ухаживай. Рахмет. Ағып отыр ғой. Мыналарды ілу керек қой, мыналарды. Өзің прибамбастар бар ма? Прибамбастар бар. Мына жаққадан. О, ұқтан мынаны бұлар.
тиктокта инстаграмда жазады ғой не деп ертең кетіп қалсаң күйеуге атаң не істейсің, атаңды бірге алып кететін шығарсың деп, жылқыларды қалай қалдырасың деп сұрап жатады ғой ылғи. Соны мен айтамын кейде иә бірге алып кетемін деп. Сосын айтады 7 үйір жылқысы бар қызға қандай мал береміз, жылқымыз жетпейтін шығар деп күліп жатады ғой. Сонда қазақта қыз туғанда 47 дейді. Ол туса қамшы ұстар дейді. 47 деген не? 47 деген ол қалың малдың есебі ғой, малдың санына есеп дейді. Бір түйе нар, ол нарға жүк артылады, қыздың жүгі, киім кешегі бар. Сосын 5 бие, 7 сиыр, сосын 40 қой береді. А почему так сложилось, что ты оказалась папиной дочкой, что у тебя связь, очень тонкая связь с отцом? Ну, это же всегда так. Девушки в основном ближе к отцу. И с детства то, что он с собой меня всегда забирал. И вот, может, даже с 4 лет он меня садил назад. И я всегда держалась за ним. И вместе ходила. Барады ауым көшіп қызыл жарға, таң атар шолпан туып сызылғандай көзіңнің мөлдірін-ай. Осы әнге тамыл жытып сала берем, көңілім сені ойлап бұзылғандай көзіңнің мөлдірін-ай. Құландай жүйрек майда жалай, бар мекен бізде ынтызар-ай. Ішінде топ қарағай уәделескен көзіңнің мөлдірін-ай. Давай еще разок. Сможем еще разок? Да.